Ну, все-таки перед тем, как делать эту акцию, вы же понимали прекрасно, что вам будут звонить, и вас будут приглашать, и вам есть о чем рассказать. Вот основной ваш месседж, который вы закладывали в эту акцию, что вы хотите этим сказать? Я хочу, чтобы каждый человек, который получил наш подарок, при словах Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сидят в тюрьме, испытывали не вот этот жуткий зажим, что об этом нехорошо говорить, это страшно, об этом лучше не думать, и весь 6-летний груз негативных эмоций. Да, это бы, но он бы вспоминал, что ой, а вот еще у меня был... Чтобы у него... Чтобы они улыбались. Да, чтобы они улыбались. А когда они улыбаются, они не боятся. Ничего. Чтобы эти люди как бы ассоциируют с приятной эмоцией. Здесь очень много грустного в этой истории. И когда мы реально понимаем ту ситуацию, в которую попали эти люди, и реально смотрим за последними событиями, которые происходят в Хамовническом суде. Вот, например, как вам новость, что в очередной раз срок содержания под стражей сегодня был продлен до 17 мая? Так как мы слушали и то ходатайство, и это ходатайство, мы уже вчера как бы знали, что это будет так, к сожалению. Вы это ожидали? Что судья Данилов, да. Естественно, его попросили о подвиге. Ну, естественно, это ожидалось. Как бы, тут все понятно. Как это, как мы можем повлиять на судью Данилкина? Да Он никак, судья, кстати. никак. Никак. Мы можем только он же любить. судья. Вы были на процессе, и помимо того, что вы рисовали, как вы считаете, кто вам больше всех удался из персонажей? Мне больше всех из персонажей удалась Ибрагимова. А она не ответила на мою любовь. Поэтому все, больше я ее не люблю. Если бы вам предложили написать материал о процессе, как вы это видите? Хоть эссе. Взялись бы за такое? Да. Что построили бы главную мысль, вокруг чего? Понятно, что есть Я внешняя сторона. просто немного поанализировал то, что там происходит. Как бы слова прокурора, слова адвокатов. Потому что есть за что зацепиться. Опять же, вот адвокаты упрекали прокурора в неграмотности. Ну, просто описать немного. Потому что человек, который там не присутствует, для него новость о том, что, например, прокурора заявили ходатайство, адвокаты на него ответили, судья принял решение о продлении, все, ну, значит, так и было. Но если вслушаться в то, что там происходило, какой бред говорил прокурор, который путал даты, называя то, что там Платон Лебедев что-то совершил в 2004 году. Вот меня это очень интересует, кстати. Что сделано было в 2004 году? Который никак не может, который упорно называет Лебедева Лебедем и допускает кучу остальных ошибок, на которые, опять же, указали адвокаты. То есть вот я бы об этом сказал, как это происходит. Почему так? Почему так происходит? Почему, Почему вот тут сидят удовлетворили грамотные это? люди, а вот тут неграмотные люди сидят? Вы как-то сами что читаете, чтобы узнать? Интернет. Что происходит? Ну, в интернете какие СМИ? О процессе Ходорковского Я вы предпочитаю читать ленту знали? новостей, например, Интерфакс. Интерфакс, да? Где не развивается о том, где мне не пытаются как бы какое-то мнение свое рассказать. Аналитические издания вы оставляете за скобками. Просто Ну, получаете потому что информацию. Я предпочитаю факты. Свое мнение Чтобы лучше создать строить свое на мнение, фактах. да. Ну, какие у вас версии и прогнозы относительно этого процесса? Все кончится очень хорошо. Откуда вы знаете? Ну, это же наша версия. Это же наша версия. Нет, ну это ваша интуиция, или вы сложили это из каких-то фактов, может быть? Да, у нас есть несколько фактов. Угу. Они не виноваты, значит, их выпустят. Мы живем в демократической стране. Все это вместе складывается в то, что все кончится очень хорошо. А то, что мы живем в демократической свободной стране, это наше глубочайшее убеждение. Мы не лукавим, мы в это верим, мы в этом уверены. Это же только прогноз. А мы знаем... Какие признаки демократизации вы наблюдаете в нашей стране? А мы как с утра проснемся, друг на друга посмотрим, говорят, наблюдаю тебя признак демократизации. Понятно, серьезно. Но это же, Некоторые вот смотрите. наши друзья, когда мы начали эту рассылку, они сказали, вы не боитесь, что что-то с вами будет? Страх, первое. Да, на мой вопрос, что со мной будет? Тут, естественно, все ставили в тупик, что будет. Но в итоге мы тут пока перед вами еще. Да, сейчас я делаю впечатление... комикс на эту тему, на тему Хамовнического суда. Для кого? Ну, прежде всего для себя, как все, что ты делаешь, делается для себя, для того, что... Недавно, опять же, мои друзья меня спрашивали, зачем я это делаю. Я говорю, за тем, что через 30 лет меня все равно кто-нибудь да спросит, а что ты в этот момент делал? Я знаю, что у меня есть папа, у меня есть родители, которые не боялись в советское время. И я горжусь ими еще и потому, что они не боялись.
И я хочу, чтобы мои дети, мои внуки тоже мной гордились, потому что я, когда думала, что черное, это говорила, и все. Но это ваша гражданская позиция, можно сказать так. Да, а комикс я делаю для себя и для того, чтобы привлечь внимание молодежи, не сказать им, не дать им заранее версию, а привлечь их внимание к тому, что это происходит. Да, это не смешно, да, это серьезная проблема, но когда занудливо воют и рыдают на одной ноте над чем-то 6 лет подряд, это перестает быть интересным. К сожалению, у нас так сейчас получилось, что все, кто что-то говорит о Ходорковском, они настолько уже в этой вот внутри, им настолько больно, что они не могут как-то, они говорят все одними и теми же словами постоянно. И эти слова не перестают быть правильными, они просто перестают действовать. Ты их слышишь каждый день, и ты это уже воспринимаешь не как то, что это постыдный фарс. Это действительно постыдный фарс. Но это у тебя проходит вот так вот, мимо. Это фон. А когда ты видишь что-то с другого угла, это хотя бы тебя включает на секунду. Так что... Не было желания прислать в администрацию президента? Было. Он на Фейсбуке мне не отвечает. Я не знаю, куда ему что присылать. Ну, может быть, тогда премьер-министру? А он расстроится. Он не любит Ходорковского. Я знаю его позицию. Зачем мне его расстраивать? Слушай, вы тоже его жалеете? Конечно, я его очень люблю. Пусть он живет вечно. Как вы воспринимаете, опять же, такие этих людей в истории? Кого? Владимира Владимировича? Ну, вот Медведева, Путина, людей, которые делают сегодня политику, это видно, государственные деятели нашей страны. Нашей вы прям эпохи. говорите, как в учебнике СССР было написано. А мы их исключительно так и воспринимаем. Как мне к ним А чем они видны-то? Видны, ну да. Они медийны. Они медийны настолько, что нас они как бы не задевают своей медийностью. Мы знаем их. Скажите, вот знаем мы имя премьера и президента, уже достижение. Когда Путин был президентом, мы имени премьера не знали. Теперь знаем имя премьера. Это большой прорыв. Я считаю, это огромное достижение пиара. Пиарщиков. Да, вот молодцы. Мы очень к ним хорошо относимся. Они маленькие и пушистые. Это многое значит. Хороший Они пушистые? Пушистые. Очень пушистые. Маленькие? Очень маленькие. Очень пушистые. Мы их очень любим. Пинки и Брейн. Посмотрите, видели этот прикол в интернете? Отношение нашего поколения к этим людям очень благожелательно. Слегка иронично еще. Ну да. А у нас, опять же, это... Как объяснить, что не бывает другого отношения? А вы на выборы отношения? ходите вообще? Нет. Я да. Я тоже ходила, но... А когда они были последние? 2004 Вспомните. году. А я была в Москве. В 2007 были Ну, депутатские. когда-то вот. Соответственно. Если я в Москве в этот момент, я обязательно бываю на выборах. Я помню, что на какие-то... А не секрет, за кого вы голосуете? Нет. Я смотрю на лицо, которое там висят маленькие такие штучечки. А когда мы будем голосовать за программу, а не за лицо? А тогда я ее, наверное, прочту перед тем, как То есть голосовать. просто нет пока такой программы? Я последний раз, это первый раз голосовала и последний раз думала. И последний раз был выбор. С тех пор у меня выбора как такового не было. Когда был пункт против всех, я тоже могла подумать. Ну вот видите. А сейчас мне думать какая не тогда над чем. демократизация получается? Ну, слушайте, но ведь люди выбрали одну партию. Нет, многие опротестовывали результаты выборов. Говорили, что были нарушения, был вброс. Ну, понимаете, но... Вот у нас Путин с Медведевым, простите, что вас перебиваю, сказал, идите в суд, если у вас есть претензии. Вот я абсолютно с ними согласна. А куда идти? В Хамовнический суд? Но если у нас будут претензии, мы пойдем в Хамовнический суд. Мы рисуем, мы делаем то, что мы умеем, и мы не умеем там каких-то других вещей, но то, что умеем, мы делаем. И мы добиваемся того, чтобы эта реальность изменилась. А почему люди, которые действительно против... Вот когда вся это была история с выборами, меня очень интересно, а чего же они так вот... Так дальше мало... Да, дальше-то не пошли. Мы пошли. Мы пошли, да. При этом не устраивает, что вот наши друзья сидят в аквариуме. И мы что? Мы что-то делаем. Мы пойдем. Сегодня у нас была художница Екатерина Белявская и Вадим Чачин, журналист. Это люди, которые пытаются менять ту реальность, которая на сегодняшний день есть. Что-то делать на своем месте. До свидания.
Thank